Друзья, всем привет! Сегодня вашему вниманию будет экспедиция предоставлена. Я буду проходить некоторое количество этажей, но формат сегодня будет немножко другой. Вы все писали, что проходишь экспедицию, начальные левела не так сильно интересно, как уже левела, которые повыше. И вот сегодня я решил предоставить вам возможность посмотреть на новый совершенно формат по экспедиции. Я буду снимать каждые 5 этажей. И если вам, ребят, это будет довольно-таки интересно, то поставьте свои большие пальцы вверх, я буду понимать, что вам это интересно. Например, если наберется 150 лайков, это будет действительно очень круто, и я буду понимать, что это намного более интересно вам смотреть, чем я буду проходить, вот, например, все 10 этажей подряд. Почему такой формат? Все просто, потому что каждый 5-й этаж, 5-й, 10-й падают осколки героев, либо яйца для фермы. Ну что ж, давайте, в принципе, приступать. И первый этаж, который сегодня вашему вниманию будет предоставлен, это 95-й этаж. Атака повышается на 10%, и мощность книги заклинаний у нас 99%. Окей, так, двойная стрела, это, наверное, самое лучшее, что можно взять. Давайте также возьмем бонус скорости атаки. Ну, честно, вот смотрите, по большей степени не важно, какие я буду скиллы брать, потому что я прохожу довольно-таки быструю эту экспедицию, она не такая сложная для меня. Возможно, для вас, если вы маленького уровня, это будет посложнее. Я вам напомню, что эта экспедиция героическая, и, в принципе, я играю Линой. Не знаю, я хочу сделать Лину как основным героем. И последнее время, ребят, что-то я подсел на косу просто вообще неимоверно. Очень крутое оружие, очень быстро убивает мобов и, ну, вообще очень сильно залетает. Итак, давайте посмотрим, что за первые осколки мне падают, ребят. И это у нас Тень и Хеликс. Вообще супер. Наверное, Тень, Лина, Райан и Аквея, ребят, это самые топовые осколки, которые могут выпасть в этой экспедиции, которые вы можете получить. Это халявные осколки, и кто еще не играл, кто еще не прошел, то у вас есть большое преимущество перед теми, кто прошел, дополнительные осколки набрать. Я же, в свою очередь, не играл в экспедицию, снял очень мало роликов на эту тему, ну и, соответственно, не ходил, не проходил я. И у меня есть небольшое преимущество над теми игроками, кто уже прошел экспедицию полностью и получил все осколки. На тот момент не было в игре нового персонажа Аквеи, и у меня есть большая вероятность, что я получу много осколков и смогу открыть этого персонажа. Итак, следующие осколки за 100-й этаж мне падают, ребят, Фарен и Хеликс. Окей, Хеликс нормально, Хеликсом я довольно-таки часто тоже играю, но вот Фарен, конечно, не сильно заходит. И сейчас, ребят, у нас будет первый босс, это 115 этаж. Здесь мы получим 5 осколков рандомных, а также обязательно получим яйцо. Я очень надеюсь, что это будет босс, но мне кажется, что это будет, скорее всего, обычное яйцо, но тем не менее пусть будет, потому что, в принципе, ребят, следующие ролики, которые я планирую записывать, это будет связано с фермой, и расскажу вам вообще про всех мобов. Итак, что же нам все-таки падает, друзья? Так, Кот и Урасил, ну да, не очень осколки упали. 110 этаж, надежда есть, что он подарит нам немножко лучше осколки, чем предыдущие. Уклонение плюс 30%, шанс крит урона минус 30%. Это такие задания этого этажа. Посмотрим, как мы с ним справимся. И давайте наберем дополнительные какие-то скиллы. Почему я играю Линой? Ребят, ну давайте так. Лина это один из таких самых новых персонажей в игре. Она очень довольно-таки сильная. Ее клоны раздают просто, ну, очень и очень круто. Очень классно заходит в PvP режим. И чтобы привыкнуть к ее механике игры, я ее сейчас использую чаще. Вот в экспедиции буду использовать ее, чтобы, друзья, просто-напросто привыкнуть к ней и в PvP режиме более комфортно себя чувствовать. Хочется выигрывать хотя бы 85-90% своих каток в PvP режиме, чтобы выходить всегда плюс по кристаллам. Так, 110 этаж нам, ребят, приносят что за осколки? Так, 4 Шерри, 1 Урасил. Ну окей, Шерри это в принципе хорошо, потому что Шерри дает золото, да? А вот второй в принципе вообще не нужен. Так, окей, следующий этаж, который мы будем, ребят, проходить, это 120 этаж, если я не ошибаюсь. Скиллы, как обычно, вы видите на своих экранах, которые я беру. И очень классно, что этажи, которые мы проходили, были без волн. И, ребят, вот как накаркал себе, так и получаю. Сейчас волны есть, но коса превосходно будет справляться со всеми мобами.
В чем преимущество, ребят, косы? Так это то, что когда у противника остается меньше 30% хп, может быть оверхит, ну и то бишь выстрел в голову. Соответственно, очень классное оружие, оно превосходно заходит для таких глав, которые вы не можете пойти, либо там, где очень жирные мобы. Героический режим и коса — это, наверное, как инь и янь, да, то есть вы берете хорошего героя, например, Хеликса, Тень, Алину, и налегке просто-напросто проходите ту или иную главу, очень сложную, которую вы не можете пройти. Я таким образом проходил 20 главу, и сейчас, в принципе, я на 21 застрял, но на 21 главу все-таки лучше косы заходит посох. Так, окей, 115 этаж, мы, в принципе, подходим к концу. И что же нам за осколки сейчас падают? Так, 4 Бонни и Атрей. Окей, Бонни — это очень и очень крутой персонаж. Этот персонаж превосходно заходит к PvP режиму. И если у вас нету Лины, нету у вас Тени или нету у вас Райана, то Бонни — это, наверное, один из самых крутых персонажей для PvP режима, который можно играть, если у вас нет донатовских. Так что Бонни очень-очень круто. Я хочу Бонни, в принципе, перевести какую-то там 6-ю звезду и попробовать ее в PvP режиме. Сейчас нам будет противостоять босс. Ну, босс довольно-таки прикольный, да, то есть очень много кто его не любит, хотя я к нему отношусь очень хорошо, потому что просто-напросто, когда он прыгает, вам надо бежать в противоположную сторону какую-то, да, выбрать либо право, либо лево, и вы с легкостью будете убивать. Но, ребят, очень жалко, что нам еще ни одного осколка Аквеи не упало, и я вот действительно по этому поводу расстроен. Так, а здесь нам падает Аяна и Таранис, плюс одно яйцо, которое, ну, блин, ни туда, ни сюда. Очень классно с мобов, ребят, получать колдуна черепа, если я не ошибаюсь, или пламенного призрака, которые очень круто заходят вообще, ну, просто на ура. Здесь мы тоже получим 5 осколков и одно яйцо. Также у нас, я так понимаю, что будет босс. Давайте, так, вау, смотрите, токсические удары, морозные удары и так далее. Давайте только ударами и попробуем убить этого босса. Ну, это будет довольно-таки прикольно. Смотрите, я бегаю, но и вот клоны появляются, клоны раздают, плюс мечи, и это тупо ядовитая смесь, которая в хлам уносит этого босса. 34 тысячи золота, кстати, мы забираем, а также, ребят, за 125 этаж я получаю какие осколки. Ну, давайте что-то хорошее. Хеликс и Аяна. Окей, не сильно, конечно, хорошие, но тем не менее пусть будут. Я не знаю, я в принципе люблю все осколки, потому что какие осколки бы я ни получал, они все равно пригодятся. Так, здесь нам тоже предстоит задание, да, и мы получим 5 осколков и одно яйцо. Может, хоть здесь Аквея выпадет, потому что я очень сильно, ребят, ее жду. Хочу ее собрать, попробовать. Аквея на самом деле является тоже одним из таких крутых персонажей. Она очень сильная, прям безумно сильная. И, скорее всего, даже она сильнее, ребят, чем Тень. Так, это один из боссов, которого мы все хотим видеть у себя 10 уровня. Это ведьма, ребят. Она дает хороший прирост. Ну и тоже вы видите, что клоны, в принципе, даже сами могли бы с ней справиться. Давайте для скорости я убью все остальные вышки. 34 тысячи золота обратно мы получаем. И осколки, которые нам падают. Ну давайте хоть сейчас что-то хорошее. Класс, ребят. 3 тени, 2 урасила и плюс одно яйцо. Ну, когда тень падает, это уже действительно очень-очень круто. Ребят, на данный момент, на сегодняшний видос, это был последний этаж, который я записываю. Не забывайте подписаться на канал, поставить лайк этому видосу. И если мы наберем около 150 лайков за первое время, я буду понимать, что такой формат вам очень нравится. Ну, и это будет какой-то своевременный от вас фидбэк. Вам всем спасибо за просмотр и до скорых встреч. Пока-пока.